Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Друзья, мы сегодня готовим блюдо, не армянское, а суджук по-одесски. Для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребята, говядины, у меня здесь все распишу вам в описании этого видео, потому что многие любят суджук. Здесь у меня кило 300 говядины. Я взял с жилочками, специально люблю. Нужна кишка обычная, свиная, нитритная соль, тоже распишу, сколько грамм, всего остального. Коньяк нам нужен 50 грамм будет. И по специям, давайте я так вот разверну и по очереди по специям. Здесь у меня паприка, здесь у меня чаман, это поджитник, ребята. Красный острый перец, зеленая аджика не острая, красная аджика не острая. Дальше у меня кориандр молотый, ребятки. Дальше у меня черный перец. И последнее по специям таким сыпучим, это у меня зира, ребята, молотая. Чеснока 10-12 зубчиков. Ну, я думаю, что у меня уйдет головка как раз на это приготовление. Ребятки, сейчас раздвину все. И по традиции мы начнем готовить. Немножечко блюдо не быстрое, сразу предупрежду, потому что мясо у нас будет мариноваться где-то неделю в холодильнике. Сейчас вернусь к вам и будем готовить. Ребята, и первым делом, что мы сделаем в нашем приготовлении, это вот сейчас мы отправим продукты, которые нам сейчас не будут, ну, эту неделю, будем говорить, не нужны будут. Это все специи можно смешать в отдельную баночку и закрыть плотненько. Я так всегда делаю, то есть вот эти все специи мы скидываем в одну баночку и смешиваем. Чеснок пока тоже не нужен, оставляем в сторону, не чистим его. Коньяк переливаем обратно пока в бутылочку. Кишки свиные, ребята, отправляю в морозилку, хотя они засоленные, но все равно держу их в морозилке. Сейчас все это сделаю и вернусь к вам, продолжим с мясом разбираться. Увидимся, друзья. Ребята, следующее, что я делаю, я режу мясо. Беру мясо и вот режу вот такими вот, ребята, кусочками, небольшими. То есть перерезаю такие под мясорубку кусочки и отправляю, ребятки, в мысочку большую. Вот таким вот образом перерезаю все мясо. То же самое с другими кусочками, абсолютно так же само поступаю, разрезаю хорошо и перерезаю. Все, ребятки, сейчас нарежу мясо, еще раз вот посмотрите кубиком. Все перерезаю на такой мелкий кубик, чтобы мяско хорошо у нас замариновалось вот таким вот образом. Все, ребятки, сейчас перережу мясо, все остальное и вернусь к вам. Ребятки, все, перерезал вот мяско. Вот так вот у нас получилось. Маленьким кусочком. Почему? Потому что я еще всегда не мыской ставлю в холодильник, а слаживаю либо в банку, либо в такую посудину, которая более компактная, чтобы она можно было сложить, помимо, что нам нужно будет под мясорубку она. Следующее я солю нитритной солью, ребята, только нитритной солью. Вы моете 50 на 50, как вам удобно, но я солю. Все-таки это вяленая будет колбаса. Будем перестраховываться от ботулизма. Солю нитритной соли. Описание, ребятки, я все скину, сколько чего я бросаю. Все будет в описании этого видео. Все солю и перемешиваю, ребятки. И отправляю в холодильник, ребята. То есть я сейчас хорошо перемешаю. Основное, очень хорошо перемешайте. И отправляем в холодильник где-то на 5-7 дней. Верхнюю часть до плюс 5 градусов, 4-5 градусов. Пусть маринуется в посуду слаживайте вашу удобную. И пусть она маринуется. Через 5-7 дней встретимся, продолжим готовить. Увидимся, друзья. Ребятки, и пока наш суджук, мясо, просаливается в холодильнике, традиционный анекдот от меня, от Одессита на кухне. Сегодня очень много было, вы видали, специй. Ну, это как раз вспомнился мне такой старый анекдот. Девиз злых кулинаров. Мы на каждого найдем приправу. Ребятки, и прошло 7 дней, пока наше мясо засаливалось. Мы продолжаем готовить суджук по-одесски. Ребятки, мясо я еще оставил в холодильнике специально, чтобы оно не нагревалось. То есть мясо не должно подниматься выше, чем 10 градусов при приготовлении поначалу. Так, что нам следующее надо? Нам нужно почистить где-то 8-10 зубчиков чеснока. Вот я продолжаю пока чистить. Подготовил уже мясорубочку, коньячок, все достал. Кишечки наши. Маслица подсолнечное понадобится. И я начинаю, ребятки, чистить чеснок
То есть 10 зубчиков мне нужно чесночка. Я сейчас перечищу 10 зубчиков и вернусь к вам, ребятки. Увидимся. Все, ребятки, промариновалось наше мясо, просолилось, вернее, в баночке. Солил, как я говорил, 7 дней в холодильнике. Теперь, ребята, все делаем быстро. Достаем мясо, промалываем на мясорубочке. Все, полностью достаем мясо сюда. И все мясо будем промалывать на мясорубке. Вот оно такого красно-темного цвета мясо. Вот видите, запрессованное. Достаю. Вот, и буду промалывать на мясорубочке. Все, чтобы вам не жужжать, вернусь к вам на меленькой. Ребятки, я извиняюсь, сеточка меленькая, напоминаю, не крупная. Ребята, вот, перемолол фарш, чуть больше мысочку взял, потому что маленькая оказалась. Пересыпаю фарш сюда в мысочку. Все остальное потом выгребу. Дальше что мы делаем, ребятки? Дальше я беру чесночную давилочку и давлю чесночок весь фарш через чесночную давилку. Все, передавлю чеснок, ребятки, вернусь к вам. Не забывайте, что надо все делать быстро, чтобы фарш был холодным. Ребята, передавил фарш, перемолол фарш, передавил чесночок. Отправляю наши специи. Напоминаю, что в описании к этому видео будет полностью расписано на этот, вот у меня там кило 300 мяса, насколько нужно специй, сколько нужно чеснока. Высыпаю все специи сюда, ребятки. Хранил в баночке, так как я и говорил. Вот баночку у меня есть, я хранил все специи в баночке. Следующее у меня тут 50 грамм коньяка. То же самое отправляю сюда 50 грамм коньяка, ребят. Фарш. Все, теперь не рукой, можно ложкой. Вот у меня есть такой миксер вот для текста. Я сейчас буду использовать его. Перемешиваем этот фарш. Так же самое, чтобы не жужжать к вам. Сейчас вернусь, перемешаю. В процессе подключится оператор, покажет, как я мешаю. Увидимся, друзья. Ребята, смотрите, видите, я перемешиваю, чтобы просто руками не нагревать. Можно ложкой, если нету этого, я потом потихонечку увеличиваю. Мешаем быстро, хорошо все надо подружить между собой. Все специи, коньяк и чесночочек. Все, перемешаю, увидимся, друзья. Ребятки, все, перемешал фарш, домешал уже ложечкой, посмотрел как. Ну хорошо, очень перемешивается, рассыпчато. Как раз все ингредиенты, видите, разошлись полностью по нашему фаршу. Все, отправляем, пока мы будем готовить кишки. Сейчас промываем кишки. Вот у меня здесь кишечки в соли. Я сейчас их промою, ребятки. А пока мы фарш отправляем в холодильник, чтобы он не нагревался. Увидимся, друзья. Ребятки, подготовил фарш, достал с холодильничка, кишки промыл. Следующее, что насадочку одел для наших, на мясорубочку, для наших колбасок. Смазываем насадочку, не забываем, ребятки. Хорошо смазываем маслицем со всех сторон. Почему? Чтобы хорошо надеть кишечки. Если надо, будем добавлять. Все, распределяем нашу кишечку, раскрываем и на насадочку. Оп. Есть первый пошел. И потихонечку все, ребята, делаю где-то, наверное, по сантиметров. Где-то, не знаю, 30, наверное, 40. Почему? Потому что будет колечком оно идти, ребятки, колбаска. Небольшими колечками. Легче с ними работать. Как бы. Сейчас покажу на первом колечке. Как. Все, одеваем полностью, видите. Обязательно смажьте маслом, потому что вот так быстро, легко не получится одеть. Все, ребятки, хвостик оставляем, пока не завязываем. Вы сейчас поймете почему. Убираю, ставлю, готовлю фарш. Не руками, а прямо вот сюда вот в отсек набираю фарша. Вот так вот. О, сейчас покажу на начале, почему я не завязывал, потому что должен выйти воздух, ребятки. Вот я сейчас отодвигаю и начну это делать не спеша. Все, процесс пошел. Видите, воздух пошел. Я жду, пока не появится мясо. Вот оно уже идет потихоньку. Вот только появилось мясо, ребята. Я придерживаю.
И выключаем мясорубочку. Вот воздух вышел фактически. Если надо, выдавите его еще. И чуть-чуть оттягиваю. Вот. И завяжу сейчас здесь узелочек. Вот так вот оттяну, сколько мне надо. И завяжу, ребятки, узелок вот здесь вот. Раз. Получится. Или еще надо. Чуть-чуть еще на полпальчика. Чтобы получился узелок у нас хороший. И есть. Все. И дальше я начинаю... Получился? Эх, пальцы толстые. Сейчас. Еще убираю все мясо лишнее, которое не... там есть. И завязываю узелочек. Сейчас попытаюсь. С третьего раза, наверное, получится. Получилось? Где он там? Есть. Все, друзья. Обратно можно вернуть. Даже где-то если лопнуло, ничего страшного. Сильно не напихиваем. И дальше продолжаем набивать наши колбаски. Все, увидимся, ребята. Ребятки, следующее, вот я выложил, постелил бумажное полотенечко. Мы сейчас будем ставить под пресс. Но перед тем, как поставить под пресс, несколько отверстий сделайте в колбасках зубочисткой, чтобы воздух выходил и они не лопнули. Ребятки, вот я делаю несколько через каждые, там 10 сантиметров примерно. Я делаю больших. И здесь то же самое. 10 сантиметров. Все, вот у нас уже зафаршированное, видите, в кишке наше мясо для суджука. И форму придаем колечком сразу. Я, видите, выложил колечко, чтобы потом легче было сушить их. Все. Ребятки, следующее, что я делаю, я сверху еще тоже закрываю бумажными полотенечками. Вот таким вот образом. Раз. Два. И сверху у меня вот две досточки как раз рядышком лягут под пресс. Все застелил. Ребятки, сначала что я делаю? Я вот так вот легенько прижимаю руками. Не сразу, а вот легенько прижимаю руками. А потом поставлю сначала 2,5 килограмма, потом 5 килограмм. И буду смотреть, чтобы они не лопнули постепенно, чтобы они прессовались, выходила влага из них. И принимали форму знакомого нам суджука. Увидимся, друзья. Ребята, и перед тем, как перед грузиком я немножечко попридавливал еще, сейчас поставлю грузик и отправляем их где-то на 2-3 дня прессоваться в холодильник. Где-то на 2-3 градуса, до 5 градусов, ребятки. Все, когда они спрессуются, вернусь к вам, покажу, что дальше делаем. Увидимся, друзья. Ребята, честно скажу, прошло больше чем 2-3 дня, 5 дней прошло у меня под прессом. При вас буду вскрывать наш суджук. Будем смотреть, ребятки, что там. Как-то набираю досточки. О, видите, сок вышел из суджука. Вы, кстати, подготовьте канатик любой. То есть у меня от колбасы пищевой канат. Ну что, вскрываем, будем смотреть. Посмотрим. Ох, какая красота, ребятки. Аккуратненько вскрываем. Вот он весь сок пустил. Вот такой вот у нас суджук. Ребятки, сейчас давайте перевернем, посмотрим, что там. Оба. Тоже все красиво. О, сейчас освобожу от бумажки. Вот что получилось, ребятки. Сейчас освобожу. И на края нам нужно будет замотать веревочки. Увидимся, друзья. Ребятки, все, завязал веревочки, видите, с двух концов. Сейчас на крючочке и можно в холодильник подвешать, вялить в холодильнике. Смотрим по состоянию, я всегда трогаю. Хотите самую такую, как я говорю, дубовую, лучше в проветривание помещения где-то на градусов 8-10. Если хотите более мягкую, в холодильнике, на стенке холодильника можно вялить эту колбасу, этот суджук, ребята. Посмотрим, где-то может быть недели 2, может быть 3, может 4, посмотрим, я буду трогать. Вы тоже трогайте на свое усмотрение, насколько вы хотите. Я, может быть, одну сделаю такую самую засушенную, а одну сделаю такую более мягче. Все, увидимся через это время, я думаю, где-то через недельки 2 начнем. Все, ребятки, созрел наш суджук, посмотрите, какая красота. Вот такая вот красотень, ребятки. Сейчас нарежу, сфотографирую и будем пробовать. Увидимся, друзья.
Ребятки, все сфотографировал для вас. Посмотрите, какая красота в разрезе. Вяленый, сыровяленый суджук у нас готов. Давайте я подниму кусочек красивенький. Вот, возьму, покажу вам. Вот такая вот красота на свет. Смотрите, какой со всех сторон красивый. Такой вот. Вот краешек более такой прокопченный. Тоже, ребятки, посмотрите. Вот. Шикарно. Хорошо прокопченный край. Ребятки, я сегодня вегетарианец, могу только понюхать. Запах неимоверный, друзья. Сыровяленый суджук у нас получился. Готовьте вместе с нами. Ребятки, скоро буду пробовать. А этот суджук еще полежит у меня в вакуумной упаковочке. Созреет под пиво. А с вами был Одессит на кухне. Люблю, целую, обнимаю вас с пальчиками, с колокольчиками. Разбирайтесь, друзья. Друзей приглашайте на канал. Вам и вашим семьям всего самого хорошего, добра, мира, позитива. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.